Тепло, хорошо на улице. Сейчас скажу, сколько градусов. 17 градусов, солнышко светит. Вышел на балкон, думаю, обязательно надо на фоне солнечного моря записать вам рассказ о том, что вы больше всего хотите узнать. Как заработать денег. У меня большой опыт работы на дядю и на себя. Чтобы сильно не вдаваться в детали, первое. Абсолютно точно уверен, что именно заработать денег можно только работая на себя. Риски, конечно, повышенные, все какие возможны, особенности в России. Но и бонусы могут быть максимальные. Если вы сейчас будете работать в России на себя, то, естественно, никаких других способов заработать у вас, кроме как включиться в число бенефициаров войны, у вас нет. То есть вы должны участвовать в серых схемах поставки, санкционки, завозить какие-нибудь микросхемы двойного назначения, торговать какими-нибудь Nike под видом настоящих американских, а на самом деле купленных в Китае. Я в силу своей профессии, журналиста-расследователя, очень много знаю конкретных лиц, которые, например, владеют магазинами по продаже настоящих американских вещей. А потом смотришь, где же они тусуются, эти чуваки. А тусуются они по Китаю, там скупают все это дело под видом американской продукции и потом перепродают в России. Чем вам не бизнес-схема? Наебалово? Да, так и есть. Но по-другому сейчас. Либо вы выигрываете на войне, прямо включившись в схемы по поставке чего бы то ни было на войну, либо вы участвуете в каком-нибудь околомошенническом бизнесе. Ни о каком честном заработке в сельском хозяйстве или еще где-то, в IT тем более, я не верю. Ну а по поводу ниши, ниши у вас, я уже обозначил, либо инфо-цыганство в той или иной степени и обман, либо участие в околовоенных поставках, где государство по большому счету не считает, сколько ему привезти. Какие честные бизнесы вы еще знаете? Онлайн-школы? Ребята, простите, эти онлайн-школы, как я своим студентам говорил еще в 2010 году, вы можете отучиться хоть в 10 университетах, но в информационных технологиях от вас прежде всего требует практический опыт, доказательства тех проектов, в которых вы участвовали, что вы руками можете делать, что можете головой делать. И по большому счету на диплом там всем насрать. Почему образование в университете говно? И было говно в 2010 году, и стало сейчас супер говном. Потому что, смотрите, в 2010 году мне сказали, хочешь преподавать курсы, найди, кто тебе даст оборудование для работы. Всякие эти железки типа Циски, Джунипера и прочих, маршрутизаторы, коммутаторы, базовые станции. То есть ты где-то должен найти лабораторное оборудование, на котором учить. Ты должен поставить нелицензионный софт. Это я рассказываю про 2010 год. Когда еще не было никаких санкций, и все можно было почти легально хоть от Cisco получить, хоть от Huawei, хоть от кого угодно. И крутись как хочешь. Зарплата преподавателя 22 тысячи, студент платит за год 130 тысяч. Посчитайте. Мотивация, из таких студентов у меня под 60 человек. Мотивации полные штаны, что называется. Ты должен все обеспечить, а тебе дадут возможность заработать 20 тысяч. Вот такие условия. Да, я понимаю, что я рассказываю о заштатном вузе, даже не в первой сотне российских вузов, я про Кубанский госуниверситет. Ребята, если честно, это огромный вуз на самом деле, с десятками тысяч студентов. Есть куда как меньшие вузы,
Вот. Понятно, что в Москве, в Питере, в Томске, в Иркутске, в Новосибирске ситуация лучше. И в Екатеринбурге, и в Казани, и в Нижнем Новгороде. Но не настолько лучше. Единственный вуз, который более-менее известен и котируется, это МГУ. Все остальное это уже вторая сотня вузов или третья сотня вузов по международным рейтингам. И это я говорю вам еще о том времени, когда оно было до санкций. Поэтому онлайн-школы это вообще, это такой помол с будкой, это такой развод на деньги, что даже образование в Кубанском госуниверситете выглядит как что-то стоящее. Дальше. Вы пошли работать на дядю, хотите пойти работать на дядю. Допустим, у вас какой-то там диплом появился. Онлайн-школы, например. И вы думаете, что этот диплом вам даст возможность работать на дядю. Ну, идете на сайт по поиску работы. Да, вас попросят еще иметь профиль на LinkedIn, который запрещен в России. Но проблема в том, что на этом профиле нужно прежде всего гордиться вашим предыдущим опытом и вашими связями. А вы только начинаете работать, и вам еще нечем гордиться. Ну вот, вы приходите на сайт типа HeadHunter. Начинаете там искать работу. Рассылайте свое резюме. Первое, что я вам могу рекомендовать, жестко врите. Вот прям врите, насколько это возможно. Иначе ваше резюме просто не дойдет даже до этапа рассмотрения. Его отсеют на предварительном этапе по формальным признакам. Если написано, что у вас должен быть опыт, пишите, что есть опыт. Придумайте себе опыт. Если у вас должен быть, допустим, опыт знания французского языка. Я учил Я учил французский язык в школе со своей буквой «Р», понятно, я его учил. Потом я его учил просто потому, что он мне нравится. Даже ходил на занятия с преподавателем, общался с носителем языка. Но это было недолго. И я говорил очень-очень плохо. Хуже, чем я сейчас говорю по-испански. Но когда мне потребовалось заполнить резюме и написать, что я знаю французский язык, я написал, что я его знаю на некотором уровне, начальном. А начальный уровень, это, знаете, по-своему можно. Кто-то считает начальный уровень это тот, который может позволять разговаривать, а кто-то считает начальный уровень это то, что ты можешь считать от 1 до 100 по-французски. Кстати, тоже еще надо попытаться выучить это. Это не просто так по-французски считать от 1 до 100. Ну вот, врите, чтобы ваше резюме формально соответствовало той позиции, которую вы хотите занять. Иначе вы даже не попадете в список тех, кому назначено собеседование. Дальше, что касается собеседования. Ваша задача преодолеть первый этап, чтобы HR пустил вас к функциональному специалисту. То есть менеджер по работе с персоналом должен быть... Они люди, которые мало что понимают, им формально нужно там галочки поставить и допустить вас, работать-то вы будете со своим непосредственным начальником, вот вас нужно будет допустить к этому непосредственному начальнику. Пройти этап HR очень важно. Самые серьезные вопросы будет вам задавать ваш начальник будущий. Может быть, там несколько будет собеседований. То есть обманывайте дальше HR, если вы считаете, что эта вот позиция вам очень нужна. Но вот тут надо смотреть, как к вам уже относятся. Если HR, то есть менеджер по персоналу, на собеседовании начинает задавать вопросы, которые вы объяснили в своем резюме, сделайте вывод о том, что
она не читала резюме, и, скорее всего, так будут поступать и дальше, то есть наплевательски к вам будут относиться. Смотрите вообще, как ведут себя сотрудники этой компании, ваши будущие коллеги. Как четко они соблюдают данные обещания. Допустим, прислали ли они вам те документы, которые обещали в плюс-минус обещанные сроки. Требуют ли они от вас что-то большее, чем нормально? Ну, то есть, не требуют ли они от вас копии паспорта, копии прописки? Зачем это при трудоустройстве? Прямо вот на этапе собеседования? Непонятно. Достаточно общих знаний на этапе собеседования. Потом при трудоустройстве, конечно, эти данные не потребуют. Ну, в общем, смотрите, если они к вам относятся по-хамски и наплевательски на этапе трудоустройства, скорее всего, это общее отражение корпоративной культуры, будет так и дальше. Ну и для разблюдовки, когда вас нанимают как штатного сотрудника на удаленке, не столько, а вот когда очно, то 100% вы защищены трудовым кодексом. И вас достаточно сложно уволить, не выплатив зарплату и вообще как-то кинув вас на деньги. Можно. Я ходил даже в суды с работодателем, но я работал очно, у меня был контракт, копия моя, у меня были платежи, кидают обычно на последние зарплаты или на какие-нибудь бонусы, премии. Но когда вам уже до этого платили, то легче доказать, что вы там работали на таких-то условиях, ну, в общем, и вы еще что-то узнали об этой компании уже. Вот. На удаленке, конечно, с этим сложнее, потому что на удаленке уволить очень легко. Даже если с вами подписали какой-то контракт, ну, все равно, вы же не в офисе. Что бы вам еще я рекомендовал? Когда вас нанимают как ИПшника, то есть по сути как контрактора, как подрядчика, субподрядчика, сразу просите, чтобы вам платили больше, потому что за вас не платят налоги. То есть помните, что 13% это налог, который за вас вы поручаете работодателю заплатить. Но он еще за вас платит и другие налоги, 27 социального и так далее, там еще по мелочи. То есть на самом деле, если вас берут как ИПшника, спокойно можете увеличивать стоимость ваших услуг на 50%, потому что вам все равно придется платить эти налоги, но уже как ИПшнику. А компания выиграет в любом случае, если она вас наймет как ИПшника, потому что ей будет меньше бумажной волокиты, ну что вот. И кстати говоря, как ИПшник вы ни хрена не защищены, потому что вы же просто подрядчик. Сегодня они с вами ИПшники, а завтра они с кем-то другим ИПшником. Они с вами сегодня работают как с ИПшником, и вы такие: о, да, я повкалываю ради перспективы. А завтра вам говорят: извините, мы завтра, с сегодняшнего дня работаем с другим ИПшником, с другим подрядчиком. То есть ИПшник должен понимать, он никак не связан с этим работодателем. И даже если в договоре прописано что-то, ну понимаете, это бумажка, ей можно подтереться, репутации никакой нету. Наоборот, крупные компании типа, ну не знаю, МТС, не знаю, Газпрома, Сбербанк, они этим контрактом подотрутся и скажут: не нравится, иди судись с нами миллиарды лет. Поэтому ИПшник просто должен зарабатывать больше. То же самое касается и самозанятого, то же самое касается гражданско-правовых отношений. То есть, когда вы не в штате, вы не защищены трудовым кодексом, и дальше с вами делают, что хотят. Ну, как правило, кидают на деньги, либо просто вы теряете работу в один момент, когда вот нашли кого-то дешевле. Или вы начали там типа: о, вот тут вот надо переделывать много, вот это переработка, давайте больше. Ну, то есть, короче, компания же всегда ищет того, кто будет работать подешевле за те же деньги. Ну вот, или не будет выкаблучиваться за переработки.
Или еще, ну просто не понравились вы им в какой-то момент. Все, вас уволили. В штате, когда вы находитесь, с этим сложнее. Уволить штатного сотрудника, но все-таки вы защищены этими трудовыми отношениями. Кстати, трудовые отношения даже признаются таковыми, если не были оформлены документы. То есть, если у вас были поставлены задачи, если у вас был непосредственный руководитель, если у вас было штатное расписание, то есть срок, в который вы должны приходить, уходить с работы. Опять же, на удаленке это очень все сложно проконтролировать. Если у вас были там какая-нибудь должностная инструкция, материальная ответственность вы подписывали за что-то. Ну, то есть, если были все атрибуты трудовой деятельности, но не было подписано трудового договора, это все равно считается трудовыми отношениями. Вот. И это можно все, собрав эти документы, можно все это доказать. Что я вам советую? Как только вы начинаете работать на кого-то, собирайте компромат на вашего работодателя. Да, это звучит ужасно, но это ваша страховка, потому что в России законы не действуют, да и в принципе за рубежом не очень работает. Ну тут хоть какая-то есть судебная система. В России это все бутафория. И единственное, чем вы можете работодателя поставить на место, это собрав компромат. Вот все, что он вам пишет, сохраняйте. Все документы, которые он вам присылает, сохраняйте. Любые доказательства. Вот с первого дня вы должны, работая, как бы готовиться к тому, что вы будете увольняться со скандалами. И собирайте этот пакет документов, этот компромат. Считайте презумпцией виновности, презумпцией того, что работодатель вас обманет и кинет. Вот вы потихонечку готовьте документы. Если у вас ничего такого не случится, ну, хорошо, значит, вы выдохнете и скажете: слава Богу, мне повезло. А если все-таки случится с большой долей вероятности, вы такие: как знал, а вот у меня все готово уже, можно идти в суд. Вот доказательство того, что я работал, вот доказательство, что я получал деньги именно за вот это, за трудовые отношения. Вот, соответственно, доказательство, что такие бонусы мне обещали и так далее. Что касается KPI и бонусов, начинается все с тестового задания. Что делает нормальный работодатель? Нормальный, честный работодатель понимает, что тестовое задание – это труд. Труд в России доброволен по Конституции и должен быть оплачен. Соответственно, если вам дают тестовое задание, оно в силу нормальной деловой этики должно быть оплачено хоть как-то, хоть символически. Ну, условно говоря, в Испании минимальный размер оплаты труда 1 час порядка 8 евро, ну, чуть меньше. Ну, пускай вам за тестовое задание предложат, не знаю, 5 евро за час. Я по Испании говорю. Ну, то есть, хоть какую-то оплату символическую вам предложат. Но вы видите, что у работодателя подход честный. Вы на них работаете, вы решаете какую-то задачу, вам платят. Если он говорит: выполните тестовое задание, а там нужно написать статью, например, я как журналист говорю, написать статью на 15 тысяч символов на какую-то тему, которую вам работодатель дал, не вы сами придумали. Ну вот, тема, он мне говорит: покажите, как вы умеете писать, вот напишите что-нибудь нам. Если что-нибудь, я вот выберу о прекрасной погоде в Испании в декабре и напишу на эту тему статью. Нужна она будет работодателю? Ну, вряд ли он сможет ее прямо вот так в лоб и взять и опубликовать. Но эта статья продемонстрирует мое умение письменно излагать мысли в каком-то стиле. Если работодатель вам говорит: а сделайте, пожалуйста, вот такое-то тестовое задание, например, опять же, в журналистике, напишите 5 тем для будущих публикаций по формату нашего издания и предложите там тезисно для одной из этих тем, в чем конфликт, там, значит, ну и так далее, так далее. В общем, накидайте тезисами одну статью из 5 предложенных. По сути, работодатель, не платя ни копейки, готовит себе контент-план
то есть план публикаций на будущее, просто напечатав объявление, и какие-то будущие работники, в кавычках, ну на самом деле лохи, присылают ему бесплатно 5 тем по формату этого издания, то есть они должны изучить, что там публикуется, например, какая-нибудь феминистское издание, да, и ты хочешь быть там автором, то есть ты должен изучить тематику этого издания, что они уже публиковали, чего не публиковали, и осознанно предложить 5 тем в формате этого издания, но еще не были они опубликованы, то есть что-то новенькое. И опа, HR такой собрал 100-500 этих предложений, у него не только тематика, то есть они видят, что вот соискатели ознакомились с изданием, так еще им и тезисы прислали. Если 100 человек откликнулись, то это 100 будущих статей. Выбирай и публикуйся следующий год. Удобно, да? Не сидит какой-нибудь там автор уже штатный, которому платят деньги и думает, а за бесплатно присылают контент-план, просто выбери. И потом, я уверен, что потом еще и не постесняются месяца через 3 написать, вы нам тут предлагали вот эту статью написать, вот по этим тезисам, давайте-ка вы ее напишите, мы вам заплатим денежек там за эту статью как фриланс-автору. Может и такое случиться. Для журналиста, у которого уже есть опыт публикации, и мне кажется, выполнять тестовое задание, ну, несколько бессмысленно. Уже есть портфолио, вы хотите посмотреть, как я пишу, что я делаю, пойдите почитайте уже выпущенные статьи. Все очень просто решается. Но это как пример привожу. В моем понимании, если вам предложили оплатить выполнение тестового задания, это хороший работодатель, который к вам относится честно. Если вам предлагают выполнить тестовое задание, которое тянет на полноценную работу, допустим, на день, и предлагают это сделать за бесплатно, это плохой работодатель. Ну и дальше, по поводу KPI. Если вам говорят, что вы будете получать, вот, как в России очень любят эту цифру, 40 тысяч. Кстати, я не знаю, почему всех заклинило на 40 тысячах. 40 тысяч был базовый оклад в 2010 году. Вот как сейчас, помню, в 2010 году в большинстве вакансий было написано 40 тысяч оклад, остальное премия. Тогда это было около 1500 евро. Ну, 1500 долларов примерно. То есть доллар был по 33, может быть даже по 30. Вот 40 тысяч это около 1500 долларов было в 2010 году. И сейчас, куда ни плюнь, 40 тысяч. По идее они должны писать, что базовый оклад, ну ладно, ну хотя бы не 150 тысяч, ну 100 тысяч, остальное, пожалуйста, остальное в виде премии. Ладно, если по-другому исходить, 40 тысяч в 2010 году, если очень грубо, это 4 МРОТа. То есть МРОТ тогда был 9 с чем-то, 8-9 тысяч. Вот. Ну сейчас МРОТ 20 тысяч. Вот посчитайте, 4 МРОТа это 80 тысяч. Хорошо, пускай бы хотя бы писали 80 тысяч базовый оклад, и остальное все в виде премии. Но этого нет, насколько я понимаю. Ну, по крайней мере, для большей части России, кроме Москвы и Питера. Второе. Смотрите, какие вам предлагают KPI. То есть, какие вот критерии, по которым вам будут премию начислять. Общая практика почти для всех компаний такая. Вам дают какие-то ключевые моменты, ключевые факторы, индексы KPI, да, по которым вашу деятельность будут оценивать и платить вам премию. Ну, например, вы должны заключить контрактов на там, какую-то сумму в квартал, или наоборот, получить денег на счет по приходу на какую-то сумму, ну или еще что-то. Вот. Я для, допустим, профессии продажников или менеджеров проектов говорю, или наоборот, там, закрыть какое-то количество, не знаю, написать какое-то количество строк кода, там, набрать студентов какое-то количество, неважно. То есть вам ставят KPI. Очень-очень распространено, что когда вы начинаете, вначале вы начинаете работать, вы не знаете,
ни клиентскую базу, вы не знаете коллектив, и не знаете бюрократические эти процедуры. То есть вы поначалу эти KPI, эти критерии не выполняете и по сути сидите на базовом окладе. Но постепенно, если вы действительно хороший работник, вы начинаете выполнять эти критерии и по сути начинаете зарабатывать с премии там больше, больше, больше. Что делает работодатель? Он не хочет вам платить премию. Вообще работодатель это ваш враг. Он не хочет вам платить меньше, он вернее хочет вам платить меньше, а получать больше. Поэтому как только вы начинаете зарабатывать больше, чем тот минимум, который он вам гарантировал, он начинает вам, допустим, через полгода приходит и говорит: о, мы тут приняли решение, давайте мы вам поменяем KPI. И ставят так, чтобы хрен их достигнете. То есть вам все время эту морковку все дальше и дальше отодвигают. И вам все сложнее и сложнее достигать этих KPI. По сути, работа на дядю это всегда игра. Вы вначале обманываете дядю хорошо и рассказываете ему о том, что да, у меня есть клиентская база горячая, у меня есть там контакты с Васей, с Петей, да я тут вот набрал кучу отзывов, у меня отличные отзывы. То есть вначале вы ему врете, но одновременно и работодатель вам врет, что он будет платить столько, сколько он обещал, там премии и так далее. А когда потом вы начинаете работать, он выясняет, что у вас нету тех компетенций, о которых вы заявили при устройстве на работу, а вы выясняете, что он вообще не собирается вам платить тех денег, которые обещал платить. И вот дальше идет вопрос, как долго вы будете работать. Я боюсь, что работодатель всегда выигрывает. Он всегда, если видит, что вы действительно вот не нарабатываете на эти компетенции, на эти деньги, которые он вам платит, он же может в тайне искать вам замену, найдет ее и потом у вас 2 недели пинком под зад. Все. Поэтому еще раз говорю, с первого дня готовьтесь к тому, что он вас выгонит. Вообще очень рекомендую, когда вы работаете, откладывайте 30% как страховки. Что ровно то же самое у меня происходит. Я работал длительное время здесь, в Испании, в содружестве с несколькими журналистами. В какой-то момент, когда интерес к теме российско-украинской войны упал, по объективным причинам всем уже не интересно, все уже устали, тут еще и ближневосточный конфликт разгорается, там интереснее. И это ближе для испанцев, потому что у них полно тут мусульман, а русскоязычных мало. Вот. В этой ситуации журналисты говорят: о, все, спасибо за твои услуги, больше не нуждаемся. Такова работа на фрилансе, такова работа по контракту. То есть, по сути, я был подрядчиком, субподрядчиком у этих журналистов, и в какой-то момент мне просто сказали: все, больше не надо. Соответственно, когда вы работаете в схеме субподрядчика, фрилансера, контрактора, как хотите называйте, учитывайте, что у вас любой контракт может быть последним. И не ведитесь, пожалуйста, на эти обещания перспектив трудоустройства в Штаты, все это. Это морковка перед осликом. Эти обещания в большинстве случаев не сбываются. Поэтому лучше работать на себя. Да, риски все ваши, но и все плюсы ваши. И если кто-то вас может обмануть, то только вы сами. Ну и, соответственно, если уж вы заработаете все, то эти все деньги, опять же, все ваши. А не какой-то компании, которая заработает на вашем контракте, а потом, как у меня это было. Значит, да, давайте немножечко реальных случаев расскажу. Подпишитесь сейчас, поставьте лайк, напишите комментарий, как бы вы хотели работать на дядю или на себя. Я, кстати, должен сделать ремарку. Если вы собираетесь работать на дядю в компании, то большие компании типа IBM или Сбербанка или Газпрома, они, во-первых, все жестко заформализованы во взаимоотношениях, то есть там куча бюрократии. Во-вторых, там отношения все пропитаны взаимной семейственностью, коррупционными связями. Я работал, допустим, с Магнитом, с Тандером в Краснодаре.
Заходишь туда, во-первых, они там сидели на этой солнечной, как селедки в бочке, как в школе за партами в классе. Вот куча в маленькой комнате, куча человек на головах друг у друга сидят. Во-вторых, поскольку там такой коллектив банка пауков, то никто никаких решений не хочет принимать. Все стараются, вот понимаете, ничего не сделать, чтобы не сделать себя хуже. Любое принятие любого решения в таких больших компаниях — это риск накосячить, риск сделать что-то не так. А у тебя вокруг куча коллег с вот такими вот челюстями, которые с удовольствием вас сожрут. И поэтому ваши косяки вам тут же припомнят. И вот в таких больших коллективах люди стараются минимально прикладывать усилия к каким-то изменениям. Вот течет и течет. Ничего нового мы не хотим делать. Потому что, а вдруг не получится, а вдруг мы накосячим, а вдруг нам это припишут как наш косяк, лишат премии и еще что-то. И ровно то же самое относится к государственным органам. Еще в большей степени. Вообще, кстати говоря, эти компании, они очень похожи на просто государственные компании. Некоторые из них и являются таковыми за счет государственного участия и государственного контроля. Но даже такая частная компания, которая она была, там, допустим, 10-15 лет назад, как Магнит, то есть ЗАО Тандер, она все равно в силу масштаба бизнеса уже вела себя как государственная бюрократическая структура, где люди держатся за свой стул, стараются никаких действий не предпринимать, чтобы никаким образом не подвергнуть свое теплое место риску быть замененным кем-то соседом по партии. Вот. Стая товарищей, вот как я могу сказать. Ну, в общем, ставьте комментарий сейчас. И да, напишите мне, напишите, поставьте лайк, подпишитесь.